Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Ноябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Давайте раскроем карты, узнаем, что они подскажут для вашего знака зодиака. При этом, конечно, будем реалистами, и любой расклад не передаст все тонкости и нюансы, которые вы сейчас чувствуете или что происходит в вашей жизни. Мы с вами вместе размышляем, предполагаем и допускаем, что жизнь идет своим чередом и возможны тысячи вариантов развития событий. И несколько раньше я делаю прогноз на ноябрь по той причине, что это не есть сам по себе обособленный месяц. Скорее всего, вот та путаница или некоторая неразбериха, которая еще сохраняется в октябре, будет более определяться или обстановка проясняться. Вы уже с чем-то тоже тут разберетесь, что следует продолжать, в каком ключе. И это будет где-то период, который с октября плавно перетекает в ноябрь и на начало ноября или до середины ноября вы как раз сможете больше ясности внести в свою жизнь. Поэтому давайте спросим, что же у нас за события на пороге? События с первых дней месяца, может быть, сфера жизни, чего это касается. И 3 главных события. 3 карты. А также спросим, что придет, что уйдет, что будет продолжаться, чем не соблазняться, на что соглашаться и чего опасаться. Итак, что же за события? Паж кубков. У кого-то это могут быть как обновление вашего союза, отношений. Безусловно, кубки в первую очередь говорят о личной жизни. Или иногда паж говорит вопросы, связанные с вашими детьми. Может быть, и вопросы, которые вам от вас, точнее, потребуют некоторого изучения. Это может касаться нашего хобби, потому что по пажу кубков мы как и изучаем что-то, так мы и буквально творим, что-то создаем, но где-то нам это нравится. Самое главное, хорошее настроение. Если события на пороге, может быть какая-то очень важная встреча, которая тоже вам добавляет и настроение, и вдохновение, и в целом оптимизма. Но мы еще есть то, что по этой карте идет как незрелость. Или мы точно не знаем, что мы будем делать потом, как мы это продолжим, или во что это выльется, как этот какой-то вопрос разберется. Но есть то, как позитивный какой-то посыл уже на начало ноября. И значит, что-то для вас точно проясняется. Что же за события с первых дней месяца? А определяться как будто придется. Туз жезлов, и в этой колоде нам говорят, жезл, обратите внимание, надеюсь, видно хорошо, он словно делит нашу жизнь на периоды до и после. Может быть, мы признаем какие-то свои ошибки. Есть такой период самоанализа, когда мы понимаем, есть и те пункты, которые я не хочу продолжать. Но есть и то, что-то ценное, что должно быть адаптировано к новым условиям. Сама по себе решимость идет также по этой карте, и я могу сказать, с первых дней месяца вы будете некоторый баланс наводить в своей жизни, в каком же направлении, чему я отдаю приоритет, куда я двигаюсь, что развиваю, каким отношениям я отдаю предпочтение. Пусть это касается вашего общения, тоже можете так причесать свое окружение, посмотреть, кому я могу доверять. Может быть соединено несколько сфер вашей жизни воедино, и все это важно. Давайте раскроем, что же за 3 главных события на начало, может быть, ноября. 7 мечей. Эта карта, и вот в этой колоде нам показан человек, как будто лицо его остается в тени. Да, называют эту карту картой вора, но это еще и карта хитрости, карта гибкости. С одной стороны, мы должны быть гибкие, чтобы что-то не прошляпить, но все-таки есть по этой карте то, что из-за наивности мы можем кому-то довериться,
И вполне вероятно, где-то с одной стороны приятные эмоции, а с другой стороны нужно делать выбор. Для кого-то не могу исключить, мои дорогие близнецы. Это как закрываете какой-то свой своеобразный гештальт по поводу того, что были отношения с каким-то человеком, и, может быть, были радужные мечты, а человек себя как-то повел определенным образом и заставляет вас сделать вывод. Или это могут быть, и не могу, опять же, этого исключить с вашей стороны, когда вы хотели проманипулировать, правда, и такое может быть, и думали, эх, прокатит. Не прокатило. И здесь несколько у каждого по-своему. Поэтому, конечно, себя обмануть, облапошить вы не должны, безусловно. Поэтому гибкость, она сама по себе присутствует. И она, как и правильно оценить обстановку, во-первых, дает возможность и себе не навредить. Но и не упустить что-то для вас тоже будет с первых дней месяца очень важно. Кстати, по семерке мечей идет такая ситуация еще забрать свое. Пусть не в этой колоде, но, может быть, есть ваши интересы в некоторых вопросах, когда вы что-то себе возвращаете. И значит, с учетом туза, жезлов, возможности как будто будут. Возможно, и компромисс вам придется какой-то делать, совершать. Давайте мы откроем еще следующее событие и посмотрим, может быть, это будет пояснение. Здесь у вас буквально все меняется, второе событие. И это может быть как событие переезда или поездки какой-то очень важной, которую вы не планировали. Или, знаете, ситуация такова может быть. Вы что-то предприняли прежде. Ваши действия или бездействия, мои дорогие, могли вас привести к тому итогу, что вот именно теперь, на начало ноября, от вас требуется какая-то активность. И по аркану колесница эта активность точно. Но предполагается, что мы закрываем дверь в прошлое. И значит, какой-то прежний метод не сработает. Может быть, приезд человека к вам, или вам нужно решить конкретную проблему, и для этого необходимо поехать в какую-то местность. И там уже на месте тоже разобраться с текущим вопросом. По этой карте нам говорят, закрывай как раз прошлая дверь. И встречай все новое, что приходит на твой порог. Мне хочется прояснить эти две карты. Чего это может касаться? Здесь сами по себе перемены. И ведь это карта успеха, мои дорогие, понимаете? Но такого успеха, когда быть нужно честным самим собой. Не пытаться где-то, но все-таки с учетом семерки мечей и себя в какой-то минус вогнать, но и самому быть где-то более искренним. Манипуляции не прокатят. Вот ни в отношении вас, кстати, и тайное станет явным. Ну и если вы тоже где-то хотите что-то подобное, еще одна семерка, вам придется с чем-то определяться. Так вот в целом я могу сказать, вы на начало ноября придете к выводу, что какая-то ваша тактика не работает. Или есть конкретный человек, который, да, тактика не работает, более того, к примеру, прежняя тактика вас может привести в некоторый тупик, когда вы можете сами где-то отказаться перед лицом закона. И карта юстиция, справедливость, старший аркан – это всегда причина и следствие. И вот это вот какая-то семерка мечей и может означать, что либо вы кому-то доверились, а здесь как раз вы понимаете, что нет. Какие-то пошли варианты и понимаете, что, скорее всего, ну как-то ситуация меняется совершенно непредположительным путем. Вы даже об этом не могли подозревать. И здесь, если вы прежде, с учетом аркана юстиция, если сделали что-то хорошо, тогда вам пространство, вселенная, как будто помощь, пусть руками других людей, не тех, кому вы помогали, может оказать поддержку, и какой-то вопрос завершится. Но если мы по этой карте тоже, вот по этому триплету, прежде поступили, ну как-то не тот выбор сделали, не ту тактику избрали, то теперь нам тоже какой-то вопрос
возвращают на доработку, или есть то, с чем вам придется разбираться, и это где-то нужно сделать или проделать этот путь в одиночку. Что это такое? Закон причина и следствие работает. Да, на самом деле. Тройка пентаклей. Сдача жизненного экзамена. У кого-то может проиграться буквально. Какой-то зачет завалил. Надо будет по новой сдать. И есть возможность как раз закончить это дело блестяще. У кого-то это жизненный экзамен. Тоже не прошли вы какой-то предыдущий период красиво. Но тогда вам пространство будет давать возможность что-то переделать. Вот с приставкой переиграть, переоформить, может быть, или с чем-то разобраться. Некоторое дежавю может к вам вернуться. И вот этот экзамен жизни вы должны пройти очень успешно. Иначе так устроена наша Вселенная. Если мы не сдаем жизненный экзамен, нам этот предыдущий опыт будет повторен. Хорошо, третье событие. Чего это может касаться? На кону ваш успех, ваше счастье, ваши возможности. Или карта любящего человека, королева кубков, может говорить о личной жизни. Какие-то вопросы, которые вам придется согласовывать. Это может быть как событие в жизни ваших родственников. Может быть, это супружеская пара. Или отношения партнерские, вот именно тоже личная жизнь. Но есть тут какой-то союз для вас достаточно весомо важный. Или если вы сейчас, мои дорогие близнецы, где-то втайне мечтаете о том, что я хочу выйти из одиночества, какой-то период одиночества затянулся, то тогда по аркану колесница, как минимум судьбе навстречу нужно сделать первые шаги, а возможность у вас будет. С карта 13 старший аркан смерти. Я надеюсь, все правильно понимают, что это не о смерти, это карта трансформации, организации собственной жизни совершенно по-новому, в новых условиях. Вам придется, ведь если мы по аркану колесница оставляем прошлое позади, вам сыграть какой-то последний аккорд или расставить все по местам определенно нужно. И не должно быть, вы понимаете, как возврата, вот если мы про дежавю, или вот этого жизненного экзамена, мы не можем застрять в прошлом. И для этого правильные выводы и правильные действия на начало ноября – это залог вашего счастья, успеха, любви, благополучия, ну и процветания. Вот как-то так. Хорошо, давайте мы узнаем, что придет. Очень символично, я только об этом говорила. Туз кубков – это, безусловно, любовь или личная история. И в каком вы статусе сейчас находитесь, даже если прежние отношения, мои дорогие близнецы, совершенно вас не радовали. Но одиночество где-то не решит ваши проблемы. Может быть, на какой-то период времени. И вам, да, это больше самореализация, это больше возможностей. И когда меньше каких-то обязательств, я это очень хорошо понимаю. Но мы можем где-то заскучать в уголке, потому что так или иначе вот эти эмоции нас могут накрывать. Хотя я должна сказать, что придет. Буквально на ваш порог пытается войти счастье, мои дорогие. И вы чего-то не должны упустить. А что идет? Может быть, вот шестерка мечей, она как раз и говорит о поездке. Это та поездка, которая длиной в жизнь может быть, да, как путешествие, больше длиной в жизнь. Это как решение и решимость отплыть от старого берега. И впереди нас ждет успех. Да, к нему придется пройти еще какой-то путь. Это не тот успех, который будет в ноябре. И Юпитер находится в вашем знаке зодиака, сейчас в первом доме, а в июне 2025 года перейдет во второй дом гороскопа, это дом финансов. Но сейчас вы должны как бы со своей личностью, со своими планами на будущее, со своим вдохновением, творчеством, что вы хотите создать или какое качество жизни вы хотите достичь, поставить во главу угла. Вы определяетесь с чем-то.
И это будет означать на долгий период времени. И что уйдет? Вот может быть какая-то решимость, она для вас, это ведь один только пункт нам показывают, когда мы просто отплываем, только отплыли от прежних берегов. И поэтому вот уходит какой-то прежний берег. Мы оставляем позади прошлое. Оно уходит. Вот у вас буквально такая задача, мои дорогие. Что же будет продолжаться? Шикарная карта. У кого-то конкретно, может быть, и есть персоны, все же карта персональная. Королева Пентаклей – это та, которая свое счастье создает своими руками. И карта самодостаточного человека, который надеется сам на себя. Королева Пентаклей умеет обустроить свою жизнь. Из какой-то неразберихи, путаницы, хаоса создать порядок и организовать все. И конкретно это у нас под знаком зодиака, Земля, это Телец, Дева, Козерог. Может быть, у вас есть такой человек, или человек имеет там асцендент. И значит, что будет продолжаться? Какие-то отношения будут продолжаться. У кого-то перевести отношения на новый уровень. Может быть, придется или продолжить какое-то сотрудничество, дела, работа, бизнес и так тоже может быть. Или пусть это будет дружба, не обязательно это будет женщина, это может быть и мужчина. Мы рассматриваем как архетип карты. И поэтому это в целом организация жизни. Но если мы сказали еще и о Тельце, так вот период большой ретроградности у нас в течение осеннего периода и даже где-то с продолжением на конец года. И по части Урана, который находится в Тельце, и мы знаем, Уран, иногда называют планета-разрушитель. Нет, не разрушитель. Уран как раз отметает то, что не может быть продолжено, то, что не служит прогрессу. Да, это революционная планета, поэтому какие-то революционные моменты могут быть и в нашей жизни, в жизни каждого из нас. Так вот, Уран находится в Тельце, в ретро-движении по конец января до 30 января 2025 года. И уже февраль-март это будет как новая точка отсчета, потому что Уран останется в Тельце, но перейдет уже в прямое движение. И у вас есть время с чем-то определиться, обустроить свою жизнь по-новому, но решиться на что-то нужно, на до и после. Жезл делит нашу жизнь. Давайте пойдем дальше и спросим, чем же не соблазняться. Одиночество конкретно. Девятка жезлов – это некоторый период обособленности. Мы можем сами где-то находиться, к примеру, в условиях, когда нам, может быть, начиналось что-то с того, что мы были в замкнутой какой-то территории, или вот эта обособленность, она шла от нашего желания, когда мы ограничивали какие-то контакты, или в силу обстоятельств. Тут ведь у каждого по-своему. Как будто тот воин, который изображен на карте, он вот этот забор из 9 жезлов потихоньку начинает раздвигать, как будто увеличивать аккуратно дистанцию. И нам говорят, ваш выход на авансцену. Может быть, все же эта карта, если мы спрашиваем, чем не соблазняться. С одной стороны, не совершить каких-то поспешных действий, понимаете? Но не остаться в замкнутом пространстве. Это будет для вас задача номер 1. Потому что жизнь, она сама по себе непредсказуемая. Может быть, иногда и приходится занять какой-то нейтралитет. Но есть и важные вопросы, если вы их ставите искусственно на паузу, а жизнь вас диктует вам совсем другое. Или вы даете кому-то обещание, значит, это нужно последовательно продолжать. Оцените свою жизнь, глядя на эту карту, чему вы откроете дверь или кому. А с кем вы продолжите, возможно, взаимодействие, но в каком-то новом ключе. Или, может быть, это для вас, мои дорогие, для тех, кто один или одна. Нам 2 карты сказали о том, что ты сам как будто не сможешь длительное время, даже если на данный период времени тебе достаточно комфортно самому.
но потом или обстоятельства, или ситуации для тебя могут создать какую-то обстановку или, ну, может быть, какая-то деталь вашей жизни, когда вы можете как раз захотеть взаимопонимания, теплых искренних отношений, душевных, любви. Подумайте. На что соглашаться? Ну вот я уже не добавляю, наверное, двойка кубков – это карта любви, мои дорогие близнецы. И вообще на взаимодействие, на сотрудничество, на дипломатию. Ну, видимо, есть, как и люди важные в вашей жизни. Может быть, даже если какой-то прежний союз не сложился, может сложиться дружба, почему нет? И это не значит, что мы оставляем пепелище после себя или какие-то руины. Нет, в каком-то новом контексте это может быть продолжено. Взаимопонимание, безусловно, это карта. Это карта искренних отношений. На что соглашаться, если мы спросили? На те отношения, которые искренне. И, наверное, на ту душевность, которую некоторые люди вам способны и готовы дарить. Но тогда и от вас не закрыться. Жизнь, ну, как бы тоже будет важно. Жизнь не игра в одни ворота, чтобы человек где-то не иссяк. Ведь любые отношения, личная жизнь, по сути, это работа и наше участие. Чего опасаться, давайте спросим. Вот у вас вот так вот на кону стоит выбор, да? И это выбор, мои дорогие близнецы, не совсем где-то даже лежит в направлениях, а скорее в методах взаимодействия с людьми, когда вам нужно будет сбалансировать разные сферы вашей жизни, и заработки, и ваши намерения, и цели, так и духовность и личную жизнь тоже. Есть возможность пойти по, как это у нас туз мечей, и он может означать как выход из лабиринта, из какой-то путаницы мыслей, вот, кстати, девятка жезлов, из какой-то обособленности, но он может говорить о какой-то безапелляционности, а когда мы что-то ставим как точку, так вот будьте внимательны, потому что в чем вы поставите точку, вполне вероятно, потом не может быть продолжено, кто-то тоже поставит точку. И есть определенно какой-то пункт в вашей жизни, что вы, если примете решение, то потом вы как от чего-то можете отказаться. Поэтому, если отказываетесь, будьте внимательны, насколько вы, ну, убеждены в каких-то своих намерениях и целях. Но есть и шанс, возможности быть счастливым. И когда эта жизнь, словно наполненная, да, переливается амброзия через край кубка. И вот эти две кувшинки лилии, это нам тоже, кстати, символика об искренности. Давайте я достану карту совет. Тут действительно выбор не о направлениях, а о целях, мои дорогие. Как-то он присутствует. Карта совет для близнецов. Нечего мне добавить. Совместить вам нужно. Во-первых, это прекрасный период для заработка. Значит, по заработкам будут и возможности. Но помните, что легкие деньги опасны, и у вас выпадала семерка мечей. Тайное станет явным, или что-то там всплывет, откроется, и вы можете где-то и сами себе создать проблемы. Поэтому все должно быть законно или как-то согласовываться. Перед тем, как делать какие-то важные шаги, узнаете, получите, может быть, консультацию у юриста. Но сама по себе карта благополучия, изобилия, процветания, радости, счастья, по сути дела. Но этой картой эгоиста, мои дорогие. Эгоистом мы не должны быть. Поэтому любые как взаимоотношения – это партнерство. Кого вы выбираете в партнерство, в партнеры, это будет важно. Но и не получится игры в одни ворота, это тоже придется учитывать. Эгоистом быть не получится, но на кону у вас действительно стоит счастье. И поэтому какие-то важные решения или решимости, мои дорогие, ожидаются в ноябре. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.